Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! У нас очередной инструмент сайта AliExpress. В частности, нам приехал вот такой вот, я бы сказал, просто супер классный чемодан. Тут инструмент уже по барабану, тут главное чемодан. Ну, вообще качественный чемодан, классный. Ради одного чемодана можно покупать вот ту цепную пилу, которая внутри лежит. Вскрываем, смотрим. И наблюдаем, что здесь у нас лежит уже 12-дюймовая цепная пила, цепная аккумуляторная пила от фирмы Heimerdinger. Так, давайте, наверное, я все пока выгружу из чемодана на стол. От чемоданчика мы с вами избавимся. И будем уже все это дело рассматривать и высматривать. Итак, начинаем по порядку. Шина. Все упаковано в пакет, все запечатано. Chain Safe 12 дюймов, все как положено. Есть у нас звездочка. Все красиво, аккуратно. Есть отверстие под смазку. Но со смазкой не все так гладко, по крайней мере, как мне кажется. Ну, сама у нас пила выглядит следующим образом. Тоже сделана под одну руку. Но имеется у нас рукоятка и под вторую руку. Вот сейчас будем с вами собирать. Давайте посмотрим пока внешний вид. Что у нас на этикеточке. Heimerdinger Cordless Chain Safe LB192, 12 дюймов, значит у нас движение цепи от 0 до 24 метров в секунду. Вот уже здесь собраны, я тут руками уже грязными, конечно, потрогал, но вот здесь вот, друзья, в этом районе очень наблюдается такой большой облой. Не скажешь даже о Heimerdinger, никогда такого не было. И здесь вот пальцы капитально цепляются за облой. Но ничего, минутка работы надфилем. И все это дело у нас пропадет. А так, в принципе, все отлично. Так, что же у нас здесь? У нас здесь какая-то инструкция. Инструкция, как всегда, ни о чем, видите. Даже не к этой пиле. Вот, и гарантийный типа талон. Это в сторонку. Так, что у нас в пакетике здесь? Имеем цепочку. Имеем ключик для зажатия нашей шины. Имеем вот такую вот а-ля защитку, щиток, и в комплекте даже есть отвертка. Отвертка у нас двухсторонняя, то есть прямой шлиц и крестовой шлиц. Ну, по пиле я рассказал по сборке. Сборка мне здесь немножко, конечно, не понравилась. Вот из-за вот этого вот всего облоя. Какой же, как для меня, допустим, минус, хотя это минусом назвать нельзя, это, смотрите, под шину у нас отдельно гаечка идет. И отдельно шайбочка. То есть, как мне, человеку рассеянному с улицы бассейной, вот такие вот дела будут с рук падать и теряться. Здесь бы я поставил гайку с пресс-шайбой, которая у нас не отсоединяется от гайки, а соответственно прокручивается. Это было бы вообще замечательно. Чем этот вот конструктор, я его слепила, грубо говоря, из того, что было. Ну да ладно. Это мы раз зажали, поставили и как бы забыли. Ну вот мне это, допустим, не понравилось. Снимаем крышку кожух и смотрим, что у нас внутри. Ну, пластик. Пластик по качеству отличный. Я уже к нему не буду придираться, так сказать, так как придраться тут особо и не к чему. Вот такая конструкция. То есть опять мы имеем вот этот вот противный болт торцевой для натяжки нашей шины. Противнейший болт, друзья, но от этого не уйдешь. В бензопилах есть, мы пользуемся, радуемся, и здесь, как говорится, будем пользоваться и радоваться. Но вот в этих вот маленьких пилках, которые были у меня до этого, Annevan и Heimerdinger, конечно же, там вот этот вот механизм натяжки шины вручную. Тут тоже можно было поставить куда-то колесо, и вообще проблем не было бы. Ну, имеем, что имеем. Смотрите, какая уже интересная звезда. Довольно интересная звезда. Мне так кажется, что она может устанавливаться даже любой из сторон. Но позже мы с вами это все разберем и посмотрим. Пойдем попилим, а уже после распиловки, как говорится, разберем эту пилку и посмотрим, что там, попадет ли что-нибудь внутрь или не попадет. Особенно под звезду, посмотрим устройство. Все это дело будем, как говорится, смотреть после нашей работы. Теперь собираем. Давайте на камеру я все это дело соберу. Фиг его знает, а вдруг кому-то будет непонятно, что, куда, зачем и почему.
А может быть и мне будет непонятно. Вот мы с вами вместе это все дело и разберем. И этот вот винт откручиваем. Это мы сейчас установим с вами рукоятку под вторую руку. Судя по корпусу, здесь какой-то такой должен быть нехилый движок. Устанавливается следующим образом. Одеваем плотненько сюда и сюда. Берем наши винты, зажимаем. Надеюсь, понятно. Сразу все не зажимаем, все наживляем. Есть такой закон неписанный. И потом, когда все винты у нас наживлены, мы смело с вами можем вот все. Последний я наживил и зажал. И эти винты можем с вами зажать. Или винты, или саморезы, или шурупы. Кто как тут их называет. Все, рукоять у нас установлена. Плохо, конечно, что нет заглушечки до придания ему классного вида. Но нет и нет. Так, устанавливаем вот эту вот это непотребство. Но красота наша все. Есть, и мы его установим. Хотя, мне кажется, смысла от этой защитки никакого нету. Один зацеп за веточку. И это все у нас, я думаю, сломается. Вот в этой пиле уже есть классные зубы упорные. Сейчас я покажу, чего не было в маленьких ручных пилках. Здесь уже сделано наподобие бензиновой пилы. То есть, видите, какие упоры. Упорные зубья такие. Отлично. Просто замечательно. Так, а нам осталась одна забава. Поставить цепь. Поставить цепь. Вот какая длиннющая цепь. Одеваем ее на шину. Одели на шину. И, конечно же, одеваем на место. Видите, как я пытаюсь одеть? Вот это многих ошибка. Надо перевернуть, так как режущий зуб должен смотреть, вот эта верхняя сторона шины, он должен смотреть вперед. И никак иначе. Итак, пытаемся одеть нашу цепь. Все это дело, как вы видите, одели. Теперь устанавливаем нашу крышку. Вот из-за рукоятки немножечко неудобно все это дело устанавливать. Вот чего ты не лезешь? Непонятно. Оп, оп, все залезло. Так, шайба. Шайба. Гайка, гайка. Да, неудобно это сделано, конечно. Все это дело как-то сильно удешевляет конструкцию нашей пилы. Так, видите, цепь у нас отпущена. И теперь будем с вами очень неудобным способом подбираться вот так вот, чтобы нашу цепь натянуть, наше полотно. Дальше едем. Вообще неудобняк. Здесь уже в любой момент как бы и не подтянешь. Ну, в принципе, наверное, достаточно. Давайте зажимаем. С
Сдури жать здесь не надо. Не забываем, что у нас все пластиковое. Натяжку проверили, в принципе нормально. Так, ну что, давайте проверим на аккумуляторе, что у нас покажет. Включим, заведем ее. Аккумулятор у нас 100%. Ну что, погнали. Такой плавный ход. По количеству оборотов, друзья, я не знаю, нигде никакого описания нет про обороты, поэтому измерять мы с вами тоже сегодня ничего не будем, эти обороты, смысла я не вижу в измерении оборотов, тем более, что вы видели по прошлой пиле, что у меня это никак не получается. Так, теперь делаем взвешивание, довольно такая громоздкая и тяжеловатая получилась. В паспорте написано без аккумулятора 2 килограмма. Мы с вами сразу с аккумулятором ее взвесим. 2800 грамм. Давайте теперь снимем аккумулятор и взвесим без аккумулятора. Она у нас, кстати, может стоять на аккумуляторе. 2200. А в паспорте 2 килограмма. А у нас 2200. Вот. И хотела с вами поделиться одним таким вопросом. Как же нам мазать эту цепь? Смотрите, что я здесь обнаружил. Есть вот такое просто отверстие. То есть пила у нас по ходу недоделанная и отправленная в продажу. Есть по ходу для крепления какого-то здесь бачка 2 винтика. Видите? Просто пустые резьбы, даже 3. Вот по ходу, я думаю, сюда должен был или будет в будущем крепиться какой-то бачок. Тоже с воздушным нагнетателем под смазку цепи. Пока же здесь ничего нет. И пока мы с вами будем цепочку мазать обыкновенной масленкой, которую будем доставать из кармана. На этом останавливаемся и пойдем валить лес, валить сад мой. Кто-то в комментарии написал, что скоро у тебя сада не останется. Да, друзья, скоро не останется. Вчера буквально срезал крону дерева груши, которая мне будет мешать опять же в постройке курятника. И ствол мы сегодня с вами порежем на чурки. Значит, я опять со своими тараканами хочу посмотреть вот на этом малыше, сколько эта пилка у нас протянет. Ну и потом возьмем что-нибудь помощнее, 6 либо 9, опять же от Heimerdinger, и посмотрим, как это все дело будет работать. Разница, то есть на этом аккумуляторе и разница на аккумуляторе, допустим, 6 или 9 ампер часов. Но у нас вот такая вот получилась довольно серьезная пила. Довольно серьезная. Ну что, пошли валить дерево. Так, ну что, сейчас будем с вами валить вот этот пенек, сухостой, слива. Пробовать будем на аккумуляторе 1,5 ампер часа. Ну, это позиционируется как 2, но на самом деле 1,5. И попробуем потом, если не потянет уже этот аккумулятор, 9 от Heimerdinger. Ну что, для начала берем нашу масленку, поскольку нет у нас здесь никакого воздушного нагнетателя. И смазываем нашу цепочку. Смазываем обильно, не жалея. Не жалея нашего масла. Включаем, чтобы распырскалось, разошлось. Ну и что, вперед пробовать, что нам это даст или не даст. Как мы видим, аккумулятор наш свежезаряженный зашел в защиту. Не хватает ему, вернее, нашей пиле мощности. Но мы этот уже стволик допилим, а потом перейдем на 9. Очень мне интересно сварить, конечно, еще на этом аккумуляторе толстый ствол. Ствол порядка 20 сантиметров диаметром. Давайте я, наверное, перенесу сюда камеру поближе, чтобы вы видели все это дело лучше. Ну что, вперед чикать. Не получается. Все, меняем нашу 2 на 9 и смотрим разницу.
будет ли она вообще. Давлю сильно, и вы видите, какая тяга. Тянет просто отлично. Еще разок. Так, видно ли нам? В принципе, видно. Ну, поправим. Ну что, друзья, я вам скажу. Волокет она не хуже бензы. Переходим на второе дерево. Посмотрим там. Ну там уже сырец. Там должно быть полегче еще. А так вообще супер. Ну что, поехали вот этот вот ствол кромсать. Значит, попробую здесь, потом перепилю напополам. Опа! Работает как, не знаю, по маслу. Стоять. Вот такая, народ, работа. Работает идеально, грызет четко. Во время работы она останавливалась, это у меня уже уставала рука. То есть в таком положении неудобно держать палец. То есть получается, не пальцем давишь кнопку, а вот этой вот где-то частью. И со временем, как говорится, отходит. Видите как? Все четко пилит. Ну давайте, наверное, этот пенек. Хотя нет, этот пенек я резать не буду, так как будет неудобно корчевать. А мы с вами еще рубанем вот это. Ну, вот такие вот диаметры брала наша пилка. Видите, как быстро она шастает. Было деревце и не деревце. Друзья, вот реально пила суперская, со своими, конечно, косяками, недоработками. Сейчас мы с вами пойдем ее разберем и посмотрим, что у нас внутри. Попало что-то внутрь или не попало. Значит, захотелось мне поближе еще вам показать, как это все дело происходит. Поэтому вот эту вот чурочку мы с вами еще располовиним. Эта чурочка непростая, видите, она вся сучковатая. Вот и будет испытание нашей пилки. Если она его, конечно, выдержит. Вперед, поехали.
подклинило. Вот такие дела. Шикарно работает. Ну что, народ, пришел я на свой стол. Видите, как смог, так продул, прочистил нашу пилку. Сейчас наши с вами будем разбирать и смотреть. Видите, надо снимать гаечку, потом шайбочку. Нет бы сделать пресс-шайбу. И все было бы замечательно. Ну вот. Столько у нас здесь стружки осталось не вычищенной. Снимаем шину. Придется потом свой стол пылесосить. Конечно же. Мне интересно, попадает ли что-то под эту звезду. И как там все устроено. Так, ну что. Нам остается только разобрать. Снять вот эту крышку. Для снятия крышки нам надо снять звезду. Давайте-ка мы эту вот штуковину, фиксатор снимем. Так, снял я колечко. Немножко намучился. У меня уже здесь усики закругленные стали. Так, ну снимаем звездочку. Видите, звездочку другой стороной не поставишь. Так как у нас здесь есть такие отливочки, проточки. А здесь у нас совершенно гладкая. Вот. Такой имеем люфт. Не маленький, я бы сказал. Ну да ладно. Так, ну что, народ, за кадром, наверное, я сейчас все эти болтики разберу и будем смотреть. Так, ну что, раскрутил все винты. Давайте эту крышку отсюда извлекать каким-то... Ух ты, во! Чуть не насыпал опилок. Смотрите, сколько здесь смазки. Просто валом. А здесь уже смазка, что ли, с опилками? А нет, смазка с маской. Без опилок. Вот. Нам остается снять вот эту шестерню и посмотреть, как там у нас все загерметизировано. Есть у меня подозрение, что у нас, поскольку здесь подшипник установлен, то и в ответной части здесь тоже установлен подшипник. И тем самым у нас здесь получается все герметично. Герметично. Потом у нас здесь, видите, все выделено в кольцо. Здесь тоже как крышка. Полностью герметичная система, и следовательно здесь много смазки. В тех пилах нет герметичности и как следствие смазки нет. Я не знаю, как вы, а я вот этой пилой подтверждаю, допустим, свое, так сказать, мнение для себя, что здесь у нас мокрый, так сказать, в смазке редуктор, а в маленьких пилах редуктор должен быть сухой. Либо делаем как-то все там изолируем, герметизируем и только тогда мажем. Ну, у вас как бы свое мнение по этому поводу, у меня свое. Так, давайте смотреть. Если я, конечно, ее достану. Ага, фиг там, не достается. Пошла, 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 пошла. Опа, пришла. Все, как я и думал, как я и говорил. Здесь у нас установлен подшипник. На подшипнике мы уже видим вот это вот пыльца и стружка деревянная. Не знаю, вам будет видно. То есть и вот этим вот он все, ну, то есть своим корпусом удерживает, я бы сказал, пыльцу и грязь. И поэтому у нас здесь редуктор мокрый. То есть в смазке. Так, хорошо. А мы едем дальше. Значит, что у нас сейчас? У нас, я вижу, установлены два винта. Два винта или больше. Нет. Короче, раз, два, три, четыре. На 4 винтах у нас держится данная крышка. Но опять же, чтобы снять эту крышку, нам нужно что? Нам нужно открутить рукоятку. Хотя бы вот эти 2 болта. Чем мы с вами сейчас и займемся. Здесь винт можно не откручивать, поскольку он не мешает. Да, весь стол у меня в опилках, друзья. И это ужас. Да, и вернемся к нашим же баранам по поводу смазки. Давайте, вот как я говорил, окно. Вот раз, два, три
отверстие с резьбой под не знаю что, под, наверное, все-таки бачок с маслом. Здесь у нас отверстие, видите, ничего нету, подразумевается, что сюда будет идти из бачка шланг. Шланг у нас будет идти куда? Так, где у нас? Вот у нас смазочное отверстие с ванночкой. Сюда вставляется по ходу штуцер и трубка. Вот и все. Поэтому наша пилка немножко недодумана, недоработана, и поступила она в продажу раньше времени. Все-таки здесь должен висеть бачок с маслом. Можно, кстати, самому что-нибудь там прихимичить. Но это уже другая история. Так, давайте крутим эти винты. Нам же интересно добраться до редуктора. То есть до двигателя. Редуктор-то мы уже посмотрели. А вот движок не посмотрели. Ну, смазки тут они, конечно, блин, на одной смазке в минус уйдут. Не пожалели, молодцы. Так, и четвертый наш винт где? Вот ты, родной. Так, ничего бы не вымазать. Пробуем отнять. А у нас не получается. А не получается, потому что, видимо, этот черный корпус еще где-то под низ идет под эти винты. Короче, ребята, за кадром я все разбираю и тогда уже показываю вам, чтобы не тянуть видео. Так, все разобрал, все раскрутил. Давайте смотреть. А нет, черную пластмассу у нас ничего не держит. По пластику опять же останавливаться не буду. Все так же, все отлично и качественно и мощно. Вот в руке даже не играет ни грамма. Так, здесь у нас что? Только съемная площадка, контроллер. Вот такой на 2 кондера. Припаяно у нас все не видно как, все залито под компаундом. Только съемная площадка видно. Припаяно все довольно добротно, все блестит, все отлично. Поэтому претензий никаких предъявить по пайке я здесь уже как бы не могу. Кнопочка. Обыкновенная кнопочка с устройством блокировки. Так, добираемся до двигателя. Как же до него добраться? Больше винтов, к сожалению, я здесь не наблюдаю. А может быть, есть здесь? Нет, больше винтов нету. Винтов больше нет. Тогда вопрос, почему я не могу разобрать? Почему я не могу разобрать? Друзья, кто будет разбирать? Сейчас, секунду, я вытру отвертку. Нашел я их, нашел. Значит, смотрите. Вон там в глубине в этих вот стаканах есть еще по одному саморезу. И не забываем их открутить и особенно закрутить. Все кишки выпали. Я уже снимаю на камеру. Так, и больше у нас тут уже вроде бы точно ничего нигде нету. Так, кишки, куда вы выпали? Так, кстати, а контроллер у нас под маркировкой. Да, друзья, все под маркировкой. Забыл я вам показать. Вот так, наверное, будет видно. Вдруг кому-то будет полезно. Так, снимаем. Теперь уже снимаем. И хренушки. Да блин. Да блин, да блинский. Хоть убей, не знаю, как разобрать эту пилу. Пошел, 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 пошел. Подшипник. Видите, сидит подшипник плотно в корпусе и не пускал нашу вот эту черную крышку. Так, мотор. Как же мотор? Давайте, наверное, я просто вытяну ротор.
Ага. Не с моим здоровьем. Вытянуть ротор. Дело в том, что под ротором я вижу болты, которые держат у нас сам статор. Магниты настолько крепкие. О! Фу, еле-еле я его оттуда извлек. Довольно массивный ротор. И довольно неплохой движок. Ну, движок я уже, друзья, откручивать не буду, смысла никакого нет. Шестиомоточный двигатель. Бесщеточный. Вот и все наши кишки. Но, я вам скажу, валит данная пилка, дай бог. Оборотов не столько много, допустим, как на той же бензопиле. И, по-моему, оборотов еще меньше, чем на вот этих маленьких ручных пилках. Но грызет она, дай боже. Если цепь заточить, то есть, ну, цепь у нас подразумевается, она острая, новая, но если будет просадка по цепи, опять заточить, и она опять будет работать как молодая и как новая. Надеюсь, все и все посмотрели. Я тоже, мне было очень интересно все это дело как устроено. Устроено довольно просто. Оказалось, как и все, и всегда. Вот. Не оторвать. Отличный движок. Подшипники, кстати, я слабовато уже вижу. Если, друзья, что-то вы здесь увидите, я вот публикую, тогда смотрите. А так я не подскажу. Подшипники идут двух размеров. Этот размер тоже, я не знаю, может быть, увидите. Я, по крайней мере, не вижу. Но на видео вдруг будет заметно. Все, народ, на этом будем с вами закругляться. В принципе, как я говорю, пилка отличная, но со своими косяками. Можно смело покупать, как бы, пользоваться, но не забываем, что мы будем смазывать с вами масленочкой из кармана. Нет никаких проблем, конечно же, сюда придумать навесной бачок. Тем более у нас уже отверстие есть, все сделано. Нам остается с бачка установить сам бачок и, соответственно, вот это вот пневматический нагнетатель, чтобы нам подавать масло на нашу цепь. И будет все просто замечательно. Доработок минимум, я бы сказал. Пользы максимум. Все, друзья, на этом всем спасибо. Надеюсь, видео было не сильно нудным и понятным. Пока-пока. Желаю, чтобы все.